Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на кухню. Сегодня хочу приготовить картошечку, но обычная картошка уже надоела. То есть и жарить не хочется, и просто в мундире запекать тоже не хочется. Хочется чего-то такого интересного. И хочу показать вам, как можно улучшить вкус картошки, ну и в принципе это блюдо, как сделать с гарнира чуть ли не основное блюдо. Для этого нам понадобятся большие картошки, такие вот, с кулак. Мы их будем сейчас запекать до полной готовности, а затем уже покажу, что мы будем с этим всем делать. Я буду готовить с 5 картофелин, и мне понадобится чеддер 200 грамм. Если нету этого сыра, берите любой другой. Гауда 100 грамм, 300 грамм почеревка, копченого 2 луковицы и кукуруза 400 грамм. Получится очень вкусно, интересно и, по сути, не очень сложно. Первым делом мы моем картошку, очищаем ее от всей грязи, земли, от глазков, если имеются. Если она у вас не очень, то срезаем ненужные и невкусные части. А остальное, каждую картошку надо завернуть в фольгу. Показываю на примере. Наматываю часть вовнутрь. Вот так вот заворачиваем. Плотненько ее завернули, хорошенько. И все. Предварительно в разогретую духовку при 190 градусах будем запекать примерно 35-40 минут. Она должна быть полностью готова. Проверить готовность можно шпажкой, либо зубочисткой. Зубочистка должна легко входить. Делаю то же самое с остальными и буду закидывать в духовку. Все, завернул, духовка у меня разогрелась, поэтому закидываю в духовку. Все, на 35-40 минут. Тем временем подготавливаем остальные ингредиенты. Я нарезаю лук таким мелким кубиком. В принципе, нам надо его просто накрошить. Подготовить его для дальнейшей обжарки. Так, лук накрошил, я взял 1,5 луковицы, 2 будет забагато. Теперь берем почеревок, 300 грамм, и режу его на кубики. Примерно размером с кукурузинку, плюс-минус. То есть примерно вот так вот. Все, в принципе, нарезали. Вот такие вот кусочки получились. Вот такие вот. Вот такие вот. Теперь на холодную сковородку это высыпаю. И надо подтопить жирок. Без масла. Я его не добавляю пока. Почеревок жирненький, поэтому его жира будет достаточно. И на минимальную температуру оставляем, пусть подтапливается слегка. Когда он будет уже хорошенько так жариться, я буду высыпать лук туда. Он уже начинает шкварчать, поэтому еще пару минут уже начнет вытапливаться жирок. Так что как раз то, что нам надо. По сути, из остальных ингредиентов больше подготавливать, в принципе, ничего не надо на данный момент. Разве что можно вылить жидкость кукурузы. И все. Смотрите, жирочек уже начинает вытапливаться.
топится, шкварчит. Смотрите, какая красота. Все, спустя минут 5 он уже начинает поджариваться. Можно закидывать лучок. Вот. Как раз тут жирка хватает. Это все дело перемешиваем и обжариваем до золотистого румяного цвета. Немного добавим температуры, чтобы оно обжаривалось хорошо. И все. Себе спокойненько, слегка помешивая, обжариваем. Теперь спустя еще 5 минут закидываю кукурузу, перемешиваю. И прогреваю, чтобы оно все было поджаристое. Все, теперь обжариваем еще буквально 2-3 минуты, добавив температуру, чтобы оно жарилось, а не тушилось. Все, выключаю. Беру прованские травы. Так, где-то чайную ложку. Смесь перцев. Пол чайной ложки. И паприки. Для контраста. Все, перемешали. И откладываем, пока ждем, пока доготовится картошка. И дальше уже покажу, что будем делать. Так, около 40 минут примерно они запекались. Те, что крупные, они еще сыроваты, поэтому еще минут 10 подержу. Тут уже смотрите по своей духовке. Теперь, что мы с ними делаем? Распаковываем. Так, теперь надрезаем вдоль и поперек. Берем, либо в перчатках это можете делать, либо берем салфетки. Вот так. И надавливаем на нее. Вот на вот эти вот, получается, 4 кусочка, чтобы она раскрылась как цветочек. Вот таким образом это все выглядит. То есть она открывается, можно будет вот так вот снять шкурку. И сейчас нам надо будет вычистить мякоть и сделать так же само с остальными. Так, берем большую миску и теперь вот так вот ложкой проводим по краю, чтобы сделать стеночку, чтобы она у нас осталась цельная. И вычищаем ее в миску, всю мякоть. Вот так вот получается, такая как лодочка. Ее откладываем, берем следующую картошку. Вот так вот раскрываем, очищаем. Делаем, в принципе, ту же самую процедуру. Так, теперь, смотрите, добавляем сюда грамм 50 сливочного масла. Берем вилку и растираем это все в однородное пюре. Ну, насколько получится это сделать однородным, чтобы получилась такая пюрешка. Сейчас еще подсолю слегка. С солью аккуратно, если вы используете почеревок, потому что он тоже может быть соленый. Вы можете, например, вместо почеревка взять сосиски, вместо сосисок бекон, колбасу. То есть, по сути, это такой универсальный способ приготовления, в который вы можете заменять все ингредиенты на любые продукты. Например, вместо кукурузы, если не хотите, можете добавить грибы, обжарить. То есть, тут как бы поле для творчества открыто, так сказать, открыты горизонты.
для вашей фантазии. Теперь пересыпаем начинку, предварительно ее прогрев, чтобы все было у нас горячее. Высыпаем сыр, гауду и перемешиваем хорошенечко, чтобы все перемешалось, равномерно распределилось по миске. В этом этапе мы можем попробовать на соль, на приправы, на специи, на перец, на травы прованские, то, что мы добавляли. То есть всего ли достаточно, как вам подходит ли по вкусу. Дозаправить, довести до ума все, довести до вкуса. И сейчас будем фаршировать. Так, пробую. Еще соли. Просто бомба. Теперь берем формочки, которые мы делали с картошки, вот такие лодочки, и фаршируем начинкой. Фаршируем плотно, утрамбовывая, чтобы на каждой стороне, возле каждой стеночки не оставалось пустот. Вот так вот. И формируем такой холмик, такую горочку, чтобы получилась полноценная такая большая порция. Примерно вот так вот оно все выглядит на данный момент. Так же самое делаем с остальными. Так, все распределили. Как раз влезло все плотненько. Теперь берем по 2 ломтика чеддера и сверху выкладываем это все. Сыра много не бывает в этом блюде, поэтому вот так вот все выкладываем. Теперь перекладываем это все на противень в духовку на 200 градусов на 2 минуты, чтобы это все подрумянилось, расплавилось и хорошенько прогрелось изнутри. Просто посмотрите на эту красоту. Пока они запекались, я подготовил такие топпинги. Зеленый лучок, вяленые томаты. Тут вы, в принципе, можете варьировать отталкиваясь от своих предпочтений. Оливки. Вот так вот сверху. И острый соус шрирача. Тут уже на любителей. Вот так вот. Давайте же разрежем. Покажу, как она выглядит в разрезе. Вот, смотрите. Сырок, хрустящая шкурочка и внутри просто вкуснейшая начинка. Так что, как видите, здесь нет ничего сложного. Собран спектр вкусов, любимых ваших ингредиентов, любимых продуктов в одном, да еще и с картошечкой, да еще и с сыром. Просто безумие. Экспериментируйте, добавляйте свои любимые ингредиенты, меняйте текущие. Можете, допустим, вообще заменить все на фасоль, сделать картошку с фасолью. Почему бы и нет? Будет очень сытно, вкусно. Она и так получается сытная, да еще и с почеревком, с сыром. Просто отвал башки. Я с вами не прощаюсь. Готовьте со вкусом и до встречи в новом ролике.